Уважаемые зрители, поднимаю новую тему, которая более глобальная, чем эти последние события, которые происходят и в Канаде, и по всему миру, конвой свободы, война России с Украиной. И все это очень связано, поэтому хочется поднять эту тему. И исходя из тех комментариев, даже что я видел, люди, которые, видят, что что-то происходит, и пытаются понять, и пытаются узнать и так далее. Сразу говорю, это не конспиративная какая-то идея, я не понимаю теории конспирации. Да, существует много теорий конспирации, в которые какие-то люди верят, какие-то люди не верят, какие-то считают, что это чушь. Я, если вижу какую-то конспиративную идею или тему, я пытаюсь понять, пытаюсь исследовать, я не отвергаю сразу. В каждой конспиративной идее есть что-то, что подходит под факты, да, есть какой-то смысл в этом. На них я задерживаюсь. Если я вижу, что это полная чушь, я просто иду дальше и так далее. Может, даже вы подумаете, что это, опять же, один из тех случаев, когда кто-то поднимает конспиративную идею, и не будете смотреть, и не будете проверять и так далее. Но речь идет о борьбе за мировое господство. Как бы ничего конспиративного тут нету, все очень логично. И борьба эта идет уже долго, можно сказать, лет 100 минимум, а то и больше. Но далеко сильно заходить не будем в глубину. И как бы ничего в этом нового нету. Опять же, за последние 100 лет это просто более подходит на данный момент к нам, о том, что мы будем говорить. Но если вы посмотрите, всю жизнь кто-то пытался захватить весь мир, будь то монголо-татары, будь то норвежцы и так далее, будь то Гитлер. Но вот хочу поговорить о более на наш момент, как бы релевантно, не знаю, по-русски как бы немножко тоже, русский у меня уже не такой, как хотелось бы быть. Вот, значит, идет мировая борьба за мировое господство. Есть две стороны более-менее, как бы есть вот блок Россия, Белоруссия, там еще страны, бывшие страны СНГ, которые с ними, которые их поддерживают, Китай, Северная Корея. Есть радикальные страны типа Ирана, хотя у них как бы идеи разные, но в принципе они кучкуются вместе. И с другой стороны есть Запад, есть Европа, Америка, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Они представляют собой другой блок. Самое интересное, что эти блоки в принципе в развитых странах, которые в большинстве своем, по крайней мере западного блока, говорят о демократии, считают себя демократическими. Вот. Нас всю жизнь с детства нам говорили, что есть борьба в мире зла и добра, света и тьмы и так далее. Честно, после всех последних событий, я лично считаю, что это борьба зла и зла. Нету тут добра, нету тут света. И то, что происходит сегодня на Украине, мы это видим. Так как повел себя Запад, так как вся эта вот подстава Украины, от которой страдает, в принципе, украинский народ, который вообще, как бы, по идее, довольно-таки нейтрально его тянули вот в сторону Запада, и он сам тянулся в сторону Запада по тем или иным причинам. Но, по идее, как бы там люди просто хотят жить спокойно. Жить и как-то зарабатывать деньги, кормить семью, чего-то добиваться, ездить отдыхать и так далее. Но вот не дали им жить и втянули их в эту борьбу, сделали из них полигон битвы между двумя сторонами. И тоже поговорю о том, что произойдет, если одна из сторон просто, не будет ее. Как бы вот в какой-то момент, например, одна сторона победит, другая исчезнет. Что же произойдет дальше? Как это отразится на нас? Еще буду говорить о том, что мы, как простые люди, которые могут мыслить свободно и имеют свое мнение,
и понимают, что происходит, и как-то хотят это предотвратить, что можем сделать мы? Потому что просто разговаривать, просто смотреть на эти вещи и говорить, ну, что делать? Это то, что есть, это неправильно. Как бы, если мы будем молчать, если мы не будем как-то расширяться, то ничего не изменится. Я вот смотрел на комментарии, мне тут посоветовали журналисты идти, в депутаты идти. Во-первых, большое спасибо за доверие. Как бы я очень счастлив, что вы считаете, что то, что я говорю, действительно заслуживает, чтобы кого-то представлять где-то в каких-то местах. Как я считаю, журналистом я точно быть не собираюсь. Как бы, во-первых, профессионально не подготовлен. Во-вторых, я думаю, что если идти сейчас журналистом в любое издание, в конечном итоге меня любого журналиста потянет или вправо, или влево, в зависимости от издания. И не смогут они быть независимыми до конца. Даже те, кто себя называют независимыми журналистами, не в каких-то больших изданиях, они тоже имеют уклон или вправо, или влево. Насчет депутата, да, в принципе, хочешь что-то изменить, иди туда, где можно изменить. Но на данный момент, опять же, все вот эти вот разделения на левых, правых, республиканцев, демократов, коммунистов и так далее, просто невозможно. Как бы поднимаются потихонечку партии независимых депутатов, и это радует, которые не пытаются сделать что-то для левых или для правых, а пытаются как раз именно сделать что-то для народа. К сожалению, их очень мало по всему миру и даже в Канаде, но это начало. И как тоже был комментарий насчет того, что нас только горстка. Вы правы, пока нас только горстка. Но как показал конвой свободы, мы растем. И никто, я думаю, не мог бы себе представить, что начнется конвой свободы в одной стране и поднимется по всему миру. И люди подхватили знамя и поднялись. Значит, это только показывает на то, что есть шансы у нас. Я думаю, что то, что мы можем сделать, я буду более обширно говорить об этом как бы в одном из роликов. Я хочу попробовать делать ролики поменьше, потому что понимаю, что все мы люди заняты, и смотреть ролик, который 20-30 минут идет, очень тяжело. Намного проще смотреть, когда есть свободные 5 минут, 10 минут, посмотреть какой-то коротенький ролик, понять и так далее. Вот, так что буду стараться делать ролики поменьше, и чтобы люди могли, как бы, имели больше шансов и больше возможностей смотреть. Можем ли мы что-то сделать? Да. Изменится ли это сегодня? Нет. Но делать мы все равно должны. Для будущего наших детей, их детей и так далее, если нам не все равно. Вот. Иначе мир просто приведет нас к самоуничтожению. Вот. Так что, опять же, не конспиративная теория, а именно все буду основывать на фактах, которые происходят, на фактах, которые мы все с вами видим. Часть из нас, может быть, до сих пор не понимает. И вот для этого и делаю эти ролики, чтобы попробовать как-то объяснить с моей точки зрения, мое личное мнение, как и что связано, как на что влияет, какое место занимает очень серьезное в этом всем конвой свободы, который начался с Канады, какое место занимает в этом всем глобальная насильственная вакцинация людей. Не буду, конечно же, поднимать, опять же, это не конспиративная теория, не буду говорить про то, что там от нас делают роботов и так далее. Дело не в роботах, и дело далеко не в этом. Как бы, даже если верить в эти теории, это ваше дело. А дело будет в том, что для чего нужна вообще вот эта вот насильная вакцинация, и как те люди, которые нас представляют в правительстве, в парламентах, как они на самом деле показали свое настоящее лицо вот сейчас, когда вот люди начали вставать и бороться против ограничений свободы, против насильственной вакцинации, как они себя показали. Но вот это все, я думаю, попробую обсудить в этой маленькой серии про борьбу за мировое господство, где там находится Россия, где находится Украина, где находится Европа и так далее. И как-то посмотрим, что же мы можем на самом деле делать, и поговорим об этом тоже, как бы, потому что что-то делать надо и очень хочется. И конвой свободы дал толчок всему этому, и я думаю, что сейчас самое время продолжать разжигать пламя. Не как коммунисты нам рассказывали, борьба мирового пролетариата, а именно борьба свободных людей
против мирового господства одной или другой стороны. Ну, надеюсь, вам понравится, надеюсь, будете смотреть, и буду счастлив слышать комментарии, видеть комментарии, читать и отвечать на них. Огромнейшее спасибо, и до скорой встречи.